Петра Григорьевича Григоренко я должен вам сказать. Вот. Он 907 года рождения, уроженец нас. Активный был комсомолец тоже. Вот. Выходил он из средней семьи. Хозяйство его, которое родители вели, было среднее. Он не с кулаков. Простой был человек. Много уделял внимания организации тоже комсомола. Но судьба его постигла. Да, вышел он до генералов. Вот. В Москве работал где-то преподавателем. В академии имени, по-моему, Фрунзе. Его есть определенно написана книга, вот, исследования, ее, может, даже можно разыскать. Но при власти Брежневской его, между прочим, тиранили много. И тиранили, я вам скажу, просто незаконно, из-за правды. Его даже делали, понимаете, еще малоумным, когда он никогда не был малоумным. Это уже его искусственно сделано. Ну, во-первых, он был генералом. И вообще очень уникальная фигура, потому что даже в 1941 или 1942 году он раскритиковал Сталина, как он вел войну против нацистов, и его не расстреляли, и не казнили. И потом снова он раскритиковал власти в начале 60-х годах, сняли его с его должности. И он стал тогда вот, директором вот этого института Фрунзе. Но он был очень известный диссидент, один из руководящих диссидентов, можно сказать. Очень защищал крымских татар. Вот. И, с одной стороны, вот эта позиция как генерал его защищал, но с другой стороны, это, конечно, властям было очень неприятно. И дважды он попал в специальной психиатрической клинике. Везде, где я только мог, я вообще скрывал, что у меня отец генерал. Ну, вначале полковник был, а потом генерал. В случае чего, чем он занимается, где-то я мог всегда сказать, ну, он у меня профессор. Ну, чтобы было правдой тоже. Профессор военной академии, я мог не упоминать, что это военная академия, тогда и звание как бы не обязательно присутствовало. У отца происходила эволюция. Он был первым комсомольцем в нашем селе, в Борисовске, так что. Потом много, вообще, так сказать, по этой лестнице как бы шел, поднимался, потом он вступил и в партию, и так далее. Несмотря на то, что он был членом партии, он оставался как бы в комсомоле и был избран в Центральный комитет комсомола Украины. Так что у него была такая какая-то биография, которая его скорее толкала на какие-нибудь партийные. Ну, что-то его остановило. Как он потом уже в старости сказал, что, наверное, провидение. Так что ангел стоял за спиной. Вот, и таких моментов, наверное, много было. За свою жизнь я верной службой коммунизма нанес огромный вред своему народу. Я хотел хотя бы последние дни, чтобы они на пользу пошли. Конкретно скажите. Конкретно скажите, я был правоверный коммунист. Петр Григоренко еще в 30-х годах окончил военно-инженерную академию и академию генерального штаба. В 1939-м участвовал в войне с Японией, прошел Отечественную, был дважды тяжело ранен и контужен. Из прошлой войны Григоренко понял, что очень слабым звеном является управление войсками, из-за чего гибло много людей. Он поставил себе задачу помочь воевать малой кровью. Так отец оказался в Академии Фрунзе. Вначале на должности преподавателя, старшего преподавателя, потом он был некоторое время, потом он стал, его перевели в научно-исследовательский отдел, но это такое большое подразделение, это не то, что там 5 человек, куда его назначили заместителем начальника этого самого отдела. Они занимались, в общем-то, разработками в основном в области тактики и стратегии военного планирования. И в это же время отец начинает интересоваться кибернетикой.
которая была буржуазной лженаукой тогда, между прочим, он начал создавать кафедру военной кибернетики. То есть это применение кибернетических методов к управлению войсками. Эта кафедра была создана, и отец был назначен ее начальником, ну или заведующим, если бы по гражданским понятиям. И в результате получается, что с 1946 по 1961 год отец воспитал кучу будущих высших офицеров советской армии. Я все больше постигал жизнь, все критичнее относился к действиям властей. После всех лицемерных разговоров о культе Сталина, при одновременном создании нового культа, в моей душе царил разлад. Все рассказывали о бесхозяйственности, беззаконии, бюрократизме. Все оседало в моей душе и искало выхода. В общем, такой строй народу терпеть нельзя. Но никогда не бывает так, чтобы народ весь поднялся сразу. Кто-то начинает. После того, когда отец в 1961 году выступил на партконференции, между прочим, которая в подготовке там съезда КПСС, будучи номенклатурой, это же не просто, это же ведь заведующий кафедрой, это номенклатура, генерал, в общем, все нехорошо. И вдруг такая бомба вообще. Хоть, как отец говорил, что речь была наивной, ну да, может быть, с теперешней колокольни. Но он призывал к ведению партмаксимума, что уж для начальства совсем было ни к чему. Введению демократии, внутрипартийной демократии больше не требовал. Отец настоял, чтобы его выслушали. И, говорит, уже это само по себе было очень трудно, тяжело. Но когда, говорит, я встал и пошел, то у меня было такое впечатление, что я иду на казнь. Так что, конечно, он осознавал. Но когда, говорит, я начал говорить, то страх прошел. Он знал, что это конец карьеры. Его научной карьеры конец. Он это знал. Постепенно Григоренко укрепился в мысли, что с руководством КПСС надо вступать в борьбу. Со своими сыновьями, они были уже достаточно взрослыми и сами сделали свой выбор, он создает подпольный союз борьбы за возвращение к ленинизму. Ему казалось тогда, стоит вернуться к Ленину, и в стране станет все хорошо. Дело в том, что для меня, по крайней мере, да и для Анатолия, я думаю, отец был, в общем-то, таким человеком идеальным. А когда он приехал в Москву, то вот тут основная деятельность у нас развернулась перед ноябрьскими праздниками, что ли, так где-то с августа. Где-то в январе 1964 года я пошел к заводу «Серп и молот», взяв с собой 13 листовок. В них говорилось об измене ленинизму со стороны партии и правительства, о бесправии советских людей, о всесилии бюрократической власти. Сообщалось о расстреле трудящихся в Новочеркасске, Темиртау, Тбилиси. Решил предлагать тем, кто вызовет симпатию. С замирающим сердцем предложил первому. Так волновался, что не запомнил этого человека, который сказал: «Не боишься?» Надоело бояться. Листовки могли дойти только до очень узкого круга людей, что надо было находить что-то новое. Но это новое и пришло довольно скоро, так что... Но это уже было середина 60-х годов, 63-й, 64-й год. И вообще дом Григоренко к этому времени был как бы нашей постоянной штаб-квартирой. Все крымские татары со своими бедами, своими жалобами, своими проблемами приходили в первую очередь к нему. Известность его после выступления очень стала, она широко разошлась. И его выступление иногда с переверами, но распространялось по стране в сумасшедшем. То, что большое начальство вдруг выступило против этой системы, это уже сам по себе был факт довольно сильный. Среди офицерства он пользовался авторитетом.
по-видимому, они решили, что выносить такого человека, который пользуется популярностью, на суд будет больше скандала, чем... И кто-то решил, что спрятать его в психушку. Когда я ночевал у Петра Григорьевича, приехали с обыском из прокуратуры Узбекской ССР. Провели тщательный обыск в этой квартире, забрали много бумаг. Предложили Петру Григорьевичу пройтись вместе с ним для беседы якобы в Комитет госбезопасности. Но он сказал мне беседовать не о чем с вами. И если есть у вас санкция на арест, то арестовывайте. Тогда Березовский достал эту санкцию. Там говорилось, что Петр Григоренко арестовывается по обвинению в нарушении статьи 190 прим. Российской Федерации, то есть в составлении и распространении документов, порочащих советский государственный строй. Они хотели его наказать как можно сильнее. Ну, куда же? Посадить в лагерь, конечно, наказание, но сделать сумасшедшим еще большее наказание. Сказать, ты что, ты дурень, и ты вообще чего не говори, то все это бред сумасшедший. Ну, и это показалось мало. И тогда Хрущев говорит, а как, когда уже оформили все документы, представили Хрущев, потому что он же генерал, не просто так, это надо, значит, через председателя, кем там Хрущев был, премьер-министром, да, и первым секретарем. И подготовили документы, а как, если человек заболевает на службе военной, что с ним делается? Ему выписывается пенсия, его отправляют на пенсию, выписывается пенсия, и он сидит в психушке, а семья получает денежки его генеральской там, пенсии и все такое прочее. И хорошо. Хрущев посмотрел на это и говорит, да ты чего? Он как нас, а мы ему пенсию оставляем. Говорит, да это жене и дети. Говорит, а что его жена, такая же точно, она не зря сидела там в 30-х годах. Разжаловать его к чертовой матери в рядовые. Ему составили быстро приказ о разжаловании в рядовые, принесли ему на подпись. Он говорит, велика честь мне подписать. Он, Косыгин, ты подпиши, Косыгин подписал. Милый мой, я же защищала генерала Григоренко. Я же приехала, когда еще заканчивалось предварительное следствие. И когда следователь Березовский мне сказал, что вы с генералом не увидитесь, потому что он невменяемый, то я ему сказала, что вы плохо знаете закон, я с генералом увижусь, а без свидания с ним я вам ни одной бумаги не подпишу. Софья Васильевна, человек, который вошел к нам вначале в нашу диссидентскую жизнь в качестве адвоката, который был согласен защищать нашего брата, но так получилось, что со временем она стала просто близким другом семьи. И меня привели в подвальное помещение следственного изолятора КГБ в городе Ташкенте, и туда московский конвой ввел генерала Григоренко, и генерал Григоренко на глазах у изумленной публики сгреб меня в объятия и начал целовать. Конвой растерялся и не знал, что делать. Он говорил, что вы. Вот с этого и началось. Мы ее взяли адвокатом к отцу, так сказать, уже формально. Посему она имела доступ к делу и, самое главное, свидание она имела с отцом. И это было и для отца большой поддержкой, потому что для отца она была не просто адвокат, а приехал очень близкий человек, с которым мы уже дружили, и отец дружил с ней и так далее. Генерал, весь мир знает, как же его судить-то открытым судом? Надо сделать сумасшедшим. И следователь Березовский везет его в институт сербского и сдает туда на экспертизу. И институт сербского надо стараться. Сумасшедший, невменяем, переоценивает свою личность, убежден в своей правоте, он разубеждению не поддается. Паранойя. Центральный комитет знал о вас? Знал о вот листовке? Ну, еще бы. Конечно. И психиатричка меня ЦК определил, а не психиатры. Было прямое указание Политбюро не судить. На суд не пускать. Не пускать. Не пускать. Довольно памятно мне
фамилия Петра Григорьевича Григоренко, в связи с особенностями его и как личности, с особенностями его допущенных правонарушений, поступил он к нам после обследования в Институте Сербского довольно высококвалифицированными специалистами, ведущими в нашей стране. Я их могу назвать, значит, председатель комиссии Калашник, потом Шестакович, Тальце. Дальше мы можем, это первичный, дальше мы увидим, что и Снежневский его смотрит. После этого, значит, поставляется ему диагноз о том, что у него паранояльное развитие личности на фоне начального атеросклероза сосудов головного мозга. И что совершил он правонарушение, допущенное им, состояние болезненного расстройства психики. Я выступил за возрождение ленинизма, продумавший все вопросы там, в психиатричке. Я сделал заключение, что к ленинизму вертаться незачем. Надо исходить из существующего положения, строить жизнь, отталкиваясь от сегодня, а не от какой-то догмы. Психиатры меня убеждали, что ничего тут не произошло. Это перелом в моих взглядах. Я до конца не сказал им все, конечно, что я сам ленинизм начинаю считать бредом. Военные коллеги Верховного суда СССР находят, что Григоренко совершил общественно опасное деяние в состоянии невменяемости и потому не подлежит уголовной ответственности. Вместе с тем, Григоренко по своему психическому состоянию и характеру совершенного им деяния представляет особую опасность для общества и нуждается в принудительном лечении. В 40-е годы в психушке, в питерской психушке, в которой Есенин Вольпин сидел, а потом и мой отец, и Володя Буковский, то, снимая команду, говорили, что пост по охране особо опасных государственных преступников сдал. Пост по особо опасных преступников принял. Это психиатричка. Психи уже сообразили, что кого-то известного или значимого собираются в эту самую палату привести. И вот, наконец, туда привели какого-то высокого лысого человека, и вышел и говорит, ну, давайте знакомиться, говорит, психи. Я вот Петр Григорьевич. А говорит, а кто ты такой? Говорит, ну, говорит, я вообще профессором был до этого. Отец не сразу раскололся на то, что он генерал. Ну, в общем, дальше больше выяснилось, что и генерал, и все такое прочее. Хотя они, психи, не верили. Говорят, ну, тут у нас и Наполеоны могут быть, и кто угодно. Психи, что с них взять? Внутри питерской больницы этих политических старались держать отдельно, чтобы они не встречались. Нам могли сделать просто несколько секунд встречи на лестнице. Вы знаете, она была очень короткой. Это было нелегально. Это было в Ленинграде в 1964 году. Мы оба были признаны невменяемыми, мы оба были заключенные. Разговора быть не могло, мы просто могли встретиться на лестнице и пожать друг другу руки, и разойтись. И даже это было сделано через невероятный подкуп и связи с охраной и так далее. Но я сразу почувствовал, что это большой человек. Понимаете? И я никогда не разочаровался в своей оценке. Я потом, освободившись уже, он и я, мы встретились в Москве. Это было через год. Хрущева сняли, и его освободили, а я освободился просто по другим причинам. И после этого мы оставались друзьями много лет. Добрый десяток лет. И это был самый большой человек нашего движения. Действительно лидер. Он медленно прозревал. И мы с ним занимались тем, чем мы занимались в Советском Союзе. Он, будучи убежденным марксистом. Я, будучи убежденным антикоммунистом. Это удивительно. И при том, при всем, у нас с ним не было никогда разногласий. Разногласий практических не было. Теоретические бесконечные. Бесконечные. У него заняло 42 года понять, что такое марксизм. Я организовал подпольную организацию. И этим самым облегчил только задачу КГБ душить людей, о которых никто ничего не знает. А из больницы я вышел с твердым убеждением, что правозащиту нужно
на открытую правозащиту идти. Не новых законов искать, а добиться выполнения тех, которые есть. Причем открыто, чтобы люди знали нас. Петр Григорьевич пришел ко мне в больницу проститься, и вот это его последняя сделанная в СССР фотография, на которой мы с ним вместе сняты в палате больницы. И во время этого разговора я заплакала. Петр Григорьевич спросил меня: Софья Васильевна, что с вами, чего вы плачете? Я сказала: Петр Григорьевич, мы с вами видимся последний раз в жизни, мы больше никогда не увидимся. Типун вам на язык, сказал он, Софья Васильевна, я через 3 месяца приеду, и мы опять увидимся и будем общаться. Сказал: нет, не приеду. Он считал, что он едет вот в гости к сыну, там у него еще были намерения полечиться, он едет на 4 месяца. И совершенно твердо считал, что он вернется и ничего не может произойти. Вот. Хотя нам-то всем казалось, что вот будет какая-то гадость и вот не дадут ему вернуться. Ну, эмиграция для него была, в общем-то, шоком, тяжелым шоком. Он, ведь они заверили его, в общем-то, он потому что с них как бы спросил их нечестное слово, что его пустят назад. Они сказали: ну вот если вы не будете делать политических заявлений, там никаких, то да. Он приехал, он на первый, масса корреспондентов сбежалась на его приезд, и крымские татары, и бывшие диссиденты всякие и так далее. И корреспонденты, конечно, сразу с какой-то политический вопрос. Отец сказал: простите, уважаемые господа, я обещал, что я еду только на лечение, и никаких политических заявлений делать не буду. А за это мне обещали, что меня пустят назад. Вот этого принципа он придерживался до той поры, пока не появился указ о лишении его гражданства. И это был для него шок. Он настолько, что он даже был очень расстроен. И то, что сволочи не дают мне даже возможности умереть на родной земле. Из указа Президиума Верховного Совета СССР за действие, порочащее звание гражданина СССР, лишить гражданства СССР Григоренко Петра Григорьевича. У отца эта рана, по-моему, не заживала так и до конца его жизни. То есть для него это было... Хотя он был очень занятый. После того, как с него этот запрет на политические высказывания снялся, он, естественно, занялся своей правозащитной деятельностью. Какой смысл прожить лишний год? Я не вижу в этом никакого смысла. А прожить творчески, прожить так, чтобы не стыдно было перед внуками, это имеет смысл. И я считаю, что стремление такое послужить правде в душе родившейся, оно не само родилось, что это призыв Божий.